Здравствуйте, здравствуйте, хорошие мои. Сегодня у нас душетрепещущий расклад на тему, которую вы уже прочитали. И, конечно же, без сарказма мы сегодня не обойдемся. Да? Конечно, да. Чё уж там. Порадуем себя, да? Итак, настраивайтесь. Или не настраивайтесь, настроюсь я. Будет у нас сегодня 3 варианта, 3 персонажа. Но расклад необычный. Не совсем обычный, скажем так. Вообще расклад как расклад. Как у многих таролог. Вот. Итак, знаете, вот уже хочется ржать. Видимо, будут на то причины. 3 варианта, девочки и мальчики. Тут капитан очевидность, 1, 2 и 3. Но есть одно но. Сегодня у нас будет по личностям расклад. Значит, 1 вариант. Если ваш недоброжелатель мужчина. 2 вариант. Недоброжелатель женщина. Уже которой за полтинничек, да, такая, как бы вам сказать, бегающая всю жизнь, заказывающая, пытающаяся сама что-то делать, бабенция, которая возомнила, что она из знатного рода, в кавычках. Те, кто из знатного рода, вот такой фигней не страдают, как ты. Как они? Оп, видали, да, чем занимается? С какими силами сотрудничает? 3 вариант – это женщина до 40, молодая, где-то даже туповатая. Ну, знаете, такое что-то делает, и якобы думает, что все классно, все хорошо у нее получается, возможно, которая посещает место силы, дабы себя как-то спасти в текущей сложившейся ситуации. Есть вариант, что вот это сотрудничает с этой, как бы прислушивается к ее советам. В общем, здесь вариантов у вас выбора уйма. Возможно, у вас резонирует по-своему, но далеко не по тем критериям, которые я расписала. Такое тоже может быть, ребят. Пожалуйста, интуицию подключаем, а не отключаем. Итак, что же мы сегодня посмотрим конкретно? А знаете, что я хочу посмотреть? Я хочу посмотреть, как складывается судьба, жизнь наших недоброжелателей. Как у них дела, что с ними происходит, какие задачи им поставила их родовая система перед носом и сказала, пора выполнять. Кто огнем работал из вас, у вас все прошло отлично. Так, теперь мы берем вот такую колоду, старшие арканы. Посмотрим вот таким методом. Также хочу взять
Так, это я поправлю. Хочу взять и вот эту колоду. На ней я просмотрю, что там родовая система. Такого качества людям, да, опять же таки расклад общий, но тем не менее. Попробуем уловить общую тенденцию изменения судьбы вот людей от такого склада, да, которые занимаются деструктивом, которые вам непосредственно приносили негатив. Вот. Ну что? Что вам сказать? Уже видно, что 4-я чакра пробита, в треугольниках могут люди находиться, чем-то озадачены, озабочены. Любые проблемы, которые вызывают, прям, знаете, боль в сердце, переживания. Связь с родом обрывается, стабильность накрывается, денежки, провалы идут по денежкам и в любом сотрудничестве. И больше никто к ним по-доброму не относится. Вот так. Это если вкратце для всех. Тут я хочу по 3 карты из этой колоды. И если что, вот чувствую, нужно будет уточнить детали. Еще, ребят, помимо всего этого, помимо всего этого, я хочу посмотреть не просто изменения их судьбы после Астары. Тут также еще будет, знаете как? Вот в течение года есть дни силы определенные, да? И с каждым этим днем у людей будут больше наматываться негативные варианты существования на этой планете Земля. Ну и так до тех пор, пока они не притормозят. И даже когда начнут выкарабкиваться, не все сразу у них получится, не просто не все сразу, там еще свои моменты есть. Им не ну, то есть, поверьте мне, выход вот из вот этих, из-под магических влияний вам дался, ну, я не знаю, раз в 1000 легче по сравнению с тем, что необходимо будет пройти им. Вот. После Астары это общая тенденция. Тут еще посмотрим после полнолуния, да, после ваших действий, что им там посыпалось, что им там полетело. Сегодня расклад, знаете, более такой философский будет. Вот. А по бытовым моментам, элементарные бытовые моменты, я еще буду просматривать отдельно. Хочется мне, знаете, так вникнуть в это все. Думаю, вам тоже будет интересно посмотреть на причинно-следственную связь. Итак, я буду переходить к первому варианту, чтобы не перепутать. Вот так вот стоять. И я их уберу. Здесь мы смотрим мужчинку. Сами глядите, что там за мужчинка у вас. У него может быть смена места работы, смена места жительства, смена статуса, смена чего угодно у человека. Здесь сам род вмешивается в то, чтобы была возможность
этого мужчину, ну, поднять его вибрации. Второй вариант, есть еще такой момент, что вот это все будет возможно только через то, что его снимут с поезда. Может и такое быть. Сейчас я посмотрю в деталях, секунду. Итак, первая карта. Человек находится в состоянии жертвы из-за того, с кем и для чего, с какой целью он заключал в свое время договора. У него включились свои кармические отработки на понимание того, кто он и куда на самом деле влез. По стабильности, по финансовому каналу, ну, пострадал. Однозначно есть. Есть свои моменты, но здесь, знаете, как мне хочется сказать, через деньги учат, ну, запустили проработку ему. Возможно, он хотел возвыситься над другими за счет того, как, с кем, когда сотрудничал, с какими силами, для того, чтобы иметь больше денег. Да, смотрите, здесь борьба была чьи-то, у кого-то он у вас силы отнимал, связь с родом перекрывал. Но основополагающая вся вот эта его махина только для того, чтобы с помощью кого-то и не только вас обогатиться, ни больше, ни меньше. Это все, что его интересовало. За это он будет находиться в состоянии жертвы. Это что касается этих моментов. Так, смотрим по вот этой карте, куда она нам покажет путь. Тоже 3 дополнительные достаю и смотрю, что будет дальше. Даже одну. Здесь человек будет проходить всевозможные уроки жизненные, при которых он должен раскаяться в содеянном. Он должен будет искупить то, что он сделал. Сама родовая система его выводит на эти кармические отработки. Наказание идет человеку. Будут учить бескорыстно относиться к людям, к отношениям, ко всему. То есть, понимаете, полностью менять жизненные устои человека. Я прошу прощения, здесь 3-й раз у меня со светом. Может, вам и незаметно, но он мигает. И меня это заставляет нервничать. Давайте так скажу. И я его переключаю периодически. Вот. Так что здесь даже дальше смысла нет смотреть. На старших арканах здесь все понятно. Дальше это уже, знаете, больше раскрутить это все. На все, боюсь, не хватит. Так, по этим картам, смотрите, повешенный, повешенный. У человека любая сфера жизни, где он захочет создать стабильность, куда захочет двигаться, с кем сотрудничать, будут перекрыты. Все обнуляется. Отношения, сотрудничество, любовная тематика, да, все полностью в ноля. И здесь я вам хочу сказать, что опять же таки вот повешенный, но по значению, по одному из именно этой колоды означает карта жертвы. Карта жертвы.
Здесь еще по значению по третьему из этой колоды карта означает зеркало. Ему просто отзеркаливается все то, что он делал ранее. И отзеркаливаться может все что угодно. Его выводят на новый путь, понимаете? Будут вести теми методами, через которые именно он должен быть, все вот это вот должен будет все понять. Все, что касается денег, 0.0. Знаете, как когда выставляют баллы в фигурном катании? Вот у него везде по нолям. Человек под мороками, под оморочками, его дурить будут. Нищета, девочки, нищета, и это расплата за его деяние. И знаете, давайте я оставлю этот расклад на сегодня именно в таком формате, в котором вот он идет, потому что здесь я просматриваю, знаете, как замысел высших сил в том случае, если человек поступает так, вот как он поступал из тех людей, которых вы загадали на этот вариант. Поняли, да? Бытовые моменты, вопросы, допустим, поконкретнее, да, там, кто предаст, куда он пойдет, я сделаю отдельно. И к этому всему я беру Хаш-Таро. К этому всему так, аккуратненько это я сейчас подгребу. Вдруг что-то нужно будет посмотреть. Вот. Вот так вот. И теперь Хаш-Таро нам в помощь, как говорится, да? Вот сейчас нисколько конкретики, короче, покажет то, что покажет. Закрываются все пути дороги, давайте буду вообще коротко, да? Абсолютно все пути дороги. В любом из его начинаний. А знаете, здесь какой обрат идет человеку, какими путями его учит Вселенная? Перекрытие вообще, что бы он ни запланировал, все будет обнуляться. Вот все, понимаете? Все. Возможно, человек попадет в больницу так, что будут трубки во рту торчать. Что это может быть? Сами понимаете, вариантов уйма. Но дело в том, что на все его вот эти еще начинания будут, кому не лень, влиять магически. Он попадает под такую мясорубку, когда каждый человек в его пространстве делает на него магию. Но вот знаете, это равносильно тому, что при определенной болезни не дать человеку отлежаться, да, подумать, осознать что-то. И не просто его гонять, да, заставлять работать, делать тренировки, ну, к примеру, да. У тебя там температура под 40, а ты вот в таком режиме. Тебя еще и пичкают всевозможными таблетками. Каждый приходит и свое всунет тебе в глотку. И ты глотаешь это все. И из-за этого у тебя в жизни полный штиль.
Он в свое время выбирал, знаете, какой путь. А поделаю-ка я крадники. Трудился над этим очень долго человек. Обращался к определенным силам. И сам делал, и заказывал. Выбор сделал. За то, что сделал такой выбор, за это и будут наказывать. Теперь везде, куда бы он ни пошел, что бы он ни выбрал, будет натыкаться на сопротивление. Придется выгрызать все то, что давалось раньше легко. За крадники, слушайте, здесь крадники, человек по менталу работал, ну за это и получит. Ну и знаете, что я вам хочу сказать? Здесь по-любому вы смотрите на бывших, здесь и попытки вас вернуть. Там, знаете, в ход все шло, что могло и не могло понадобиться. И в один прекрасный момент, знаете, я вот вижу человека в пространстве, мужчину. Он как, знаете, вот что-то у него щелкает, и он, короче, в психах начинает делать абы что из магии, лишь бы сработало. Ну, мало того, что не туда обратился, не то делал, не на том он сам уровне, чтобы этим всем владеть. Вы-то маг. Он пытался проманипулировать. Над этим и работал. Ну, вот так вот идет, девочки, приворот здесь и мальчики. Да, за счет вас хотел, знаете как, ресурсы рода себе стянуть. Потому что такие люди, зная о том, что у кого-то есть ресурс, думают только о чем? Бабло. Они доподлинно не понимают, что такое связь с родом. Насколько колоссальна эта махина и что она может сделать. Хотел вам подлянку подставить, вас кинуть, опрокинуть, поиметь, знаете, обойти, так сказать, острые углы. Но вот за это и будет расплачиваться, ребят. За это и будет а-та-та и еще раз а-та-та. Знаете, как я говорила в свое время, когда проходила определенные уроки, был такой у меня один урок, при котором я сидела, анализировала и думала: вашу мать, лучше бы меня ремнем отхлобыстали, но не вот это вот все. То есть вот здесь человек уже будет сам говорить, знаете, как торговаться за свое наказание. Причем торговаться будет пытаться с теми силами, ну как бы с высшими. Но это тонкий момент, ребят, очень тонкий момент после Астары. Работа с храмами, с христианским эгрегором. Настолько тонкий, что давайте я скажу так. В зависимости от того, какой у вас уровень ваших вибраций, при входе в храм вы попадаете в то или иное измерение в соответствии с качеством ваших вибраций. И это нововведение у нас вступило в силу после этой Астары. Поэтому, кто последние года чудовеял, ну, значит, так задумано родовой системой было, чтобы именно вас просто в отработку запустить. Чтобы вы таким образом помогли роду. Поэтому... А вот те, кто проходил уроки и трансформации, у вас все будет хорошо. Не переживайте. Вот такой вот у нас был первый вариант. Мы переходим ко второму варианту. Здесь у нас бабца, которая за полтинник может, она и молодая, но по факту того, что уже начудила,
Понимаете, она, ну вот, считка вот такого возраста у меня идет. И так. Луна, девочки, мальчики, луна. Человек будет не спать, ему будет меречь. Знаете, вот что мне здесь идет. Вот. Особенно в лунные циклы. Барышня эта трудилась, работала, не покладая рук несколько лет, сразу вам скажу. Магией. Надеюсь, вы поняли, о чем я. В ее понимании магия. Здесь человек когда-то узнал о том, какие даны вам способности, и позавидовал этому. То есть мало, допустим, я вам говорю пример. Влезла в вашу семью развалила, насрала, нагадила ни одному человеку, кроме вас, еще там по-своему, знаете, чудила по всей жизни, привораживала своего мужика, лишь бы он возле нее сидел. И тут, знаете, как старухи в золотой рыбке, мне мало. Она к кому-то идет, и ей говорят о том, какие у вас способности. Стяги, коперы, тра-та-та-та-та, понеслось в это русло, понимаете? Параллельно жизнь рушится, но мы делаем вид, что у нас все хорошо и отлично. Но больше этого не получится делать. Она, знаете, в чем суть этого всего? Повествование. Этот человек решил, что он более знатного рода. У него способности побольше ваших. Поняли, да? Насколько зашкалила подруженцию. Тут бы уже о высоком задуматься, а нет. Тут просто, крыша течет приличная, я вам хочу сказать. И вот эта бабища начинает видеть потусторонний мир. Она думает, вах, у меня открылся дар, я, медиум теперь. Но на самом деле она видит далеко не то, что ей следовало бы видеть. Потому что все эти ребятки находятся в ее пространстве. Да и приходят они к ней не просто так. Они приходят за покушать, давайте так я вам скажу. У нее очень много иллюзий, она очень много ошибок совершила. Идет картина, вот я смотрю на эту карту и вижу картину. Знаете, как были ритуалы у викингов, когда человек умирал, даже не только у викингов, но не суть, мне идет эта картинка, в Египте это тоже было. Отправляли в такой ладье по воде человека, который умер, поняли, да? Так вот, в чем эта суть? Человек либо может быть обездвижен болезнью, причем, знаете, паралич, там вот что-то вроде этого, и будет вынужден в этих своих эмоциях, без возможности высказаться, пошевелиться, будет лежать и анализировать. Он будет просто, знаете, живой мертвец, мне хочется сказать. Это жесть, короче. Вот прям... Вот такое вот состояние у человека. Странные встречи у этого персонажа с потусторонним миром. Долго человек чего-то искал, трудно к этому шел. Хотя, знаете, эта дама еще в своей молодости сделать верный выбор, и тогда бы действительно... она бы правильную силу взяла в свои руки от родовой системы. Да, девочки, это все по одной карте Луна. Свечами работает. Это, кстати, дама связана с вашим прошлым. Она с вами как-то связана. Человек помешан на чистках, бегает теперь. Знаете, вот у нее была наркозависимость от того, чтобы что-то сделать, а теперь у нее наркозависимость от того, что нужно бежать. Вот думает, что она почистилась, и ей сразу легче становится. Но это самонакрут.
Потому что она бегает на то же кладбище. Может и не на то же, да, но другое может быть кладбище. Суть сил не меняется. Бегает и вот смотрите, чистится. Ей на минуту легче, может она перестает видения эти, да, видеть. Но это лишь на мгновение. И опять понеслась, понимаете? И опять понеслась по кругу. Ну, человек на игле, давайте я так скажу, чтобы вы поняли. Кто реальных наркоманов встречал, вы понимаете, насколько это и больно видеть, и особенно если из круга ближнего эти люди ваши, то насколько душа сразу, ну, деградация идет там. В общем, ладно, долгая тема для разговора. А по факту, что в итоге получает? Этот человек еще ритуалику на привязке любовного характера делает. Либо просто любовной магией занимается, да. Возможно, от этой барышни мужик ушел. Или просто гуляет, имеет все, что движется. Все, что не движется, раздвижет и имеет. И так она и терпит, и живет. Знаете, несчастная личность, я вам хочу сказать. Реально несчастная. Где-то периодически у человека ёкает, что, ну, чувство вины. Здесь у человека будет реально очень долгий путь и много времени для переосмысления всего того, что он делал, куда ездил, что заказывал, за какими знаниями, в кавычках, он бегал, чтобы менталом там работать. У этого человека был выбор: влезать в магию, работать по кладбищу, либо не работать. Но он на эмоциях все совершил. Здесь очень долгий путь, ребят. Будет пытаться исцелиться. Но тот человек заложник собственной гордыни. Здесь когда-то кого-то не захотел отпустить, переосмыслить свою жизнь. Да, стремиться к чему-то большему человек не захотел. А потом, знаете как, а я все равно возьму то, что хочу. И понеслось. И вот жизнь уже на исходе. И когда-то одна маленькая идея испортила жизнь этой женщины, ее детей, ее внуков и еще многих людей, которые ее окружали. Очень долгий путь будет. И знаете как? Она должна будет этот путь пройти именно в этом мире, в этом воплощении. То есть, если вообще так, знаете, ну, элементарно, долго лежал человек, лежал, и потом очень тяжелой смертью и долго умирал. Вот что-то так вот. Оккультные знания, ага. Угу. Этот человек думает, что он очищает. Понимаете? Очищает. Он кому-то помогает своими знаниями. Она мудра. Она мудра, у нее очень хорошая интуиция. А то, что ты жизни разрушила, это как бы уже, ну это же по справедливости.
Ее вгонят в поиск духовности, ребята. Здесь отключение от материального мира, понимаете? Здесь кома может быть. Здесь вот она хотела связаться с тем миром. Она и его пройдет. И там свои, знаете как, вот человек вроде на физике живой мне показывают. Жив, да, тело живое. Но разум человека находится в иных измерениях и проходит трансформации. А знаете, чем хуже проходить трансформации в иных измерениях, нежели в нашем материальном? За счет того, как устроена наша планета, это можно сделать быстрее, легче и проворнее. А там у тебя нет точки, вот знаете, нет того, от чего можно было бы оттолкнуться в любом действии. Там все выстроено на силе воли, на качестве вибраций. Ну, короче говоря, ребят, тут вот такое наказание. Наказание, знаете, такое я вам хочу сказать, специфическое. Вот. Специфически, конечно, ничего не сказать. Знаете, у человека как раздвоение личности, кстати, еще может быть. Вполне запросто может и такое, да. Здесь человек и сбухиваться может. Здесь разочарование у этой женщины в своем сыне будет, однозначно. Из-за этого будет пить. В мужчине, в сыне, кто-то родной ей. Разочарование в собственных деяниях, в том выборе, который она совершила. И знаете еще, что здесь? Она поймет, что у нее не срабатывают защиты. Плюс падение самооценки очень колоссальное параллельно идет. Что с ее сыном, к примеру? Ее вот этот сын или мужчина, он под зависимостями, под наркотой может быть, любые вообще виды веществ, которые одурманивают разум. И знаете что? Эта барышня очень хорошо понимает, что ее сын, мне вот так пока идет, что сын, что ее сын в свое время, видать, она увела его из семьи, и теперь этот сын всеми методами пробует не пойми что. Это персонаж из первого варианта, ребят. Пробует магии не пойми что, чтобы вернуть себе ту женщину. Но пока он этим занимается, он еще в большие проработки влазит. Он как будто себе петлю на шее затягивает туже и туже. Почему?
Потому что его все время будут ставить на выбор. Знаете, на какой? Его будут искушать темные силы циклами. Причем циклы это не лунные, это ночью одна отработка, а днем совершенно другая. И это замкнутая система. Это сансара называется еще. Знаете здесь, чем это сравнимо? Если взять душу и не накладывать эффект материального мира нашего на ее сознание, запустить в следующую цепь. Я сейчас объясню. Душа утром рождается, вечером умирает. Рождается, умирает, рождается, умирает, рождается, умирает. Понимаете? И это постоянно, все время, всегда, везде. Почему с этим сравниваю? Потому что рождение и смерть – самые тяжелые трансформации для души. Смерть – своеобразный урок. Но рождение, вот во время рождения, да, именно душа рождающегося претерпевает колоссальные трансформации. И если вы думаете, что ребенок ничего не помнит, поверьте мне, это не просто так. Потому что ребенку, вот насколько сейчас в наше время, последние несколько тысяч лет, тяжело женщине при родах, да, женщины меня поймут, которые рожали, которые присутствовали при родах там подруг, к примеру, своих, вы понимаете, о чем я. Даже если все идет хорошо, все хорошо, все равно, ну, трансформации жесточайшие происходят и с телом, и с психикой, да со всем. Вот ребенок, душа ребенка в этот момент рождения претерпевает то, что женщина, ну, умножить раз в 100, наверное. Это своеобразная чистка души, если хотите. Ну, короче говоря, очень тяжело. И вот это происходит с вот ее сыном или мужчиной ночью, днем, по несколько раз, понимаете? И его как будто искушают, говорят, смотри, смотри, сейчас вот это еще сделаешь из ритуала, к примеру, и тебе точно подфартит, и деньги пойдут. На самом деле его просто определенные силы используют. Да, если хотите, здесь 3 карты. Фортуна, влюбленные, 6 пентаклей. По стандартному значению вы понимаете, что здесь одна информация. Но сейчас здесь не о стандартных значениях Таро. Я чувствую, что в перспективе, но, ребят, пока без четких дат, но в этом году я все-таки я понимаю, что для многих из вас нужен курс Таро. Почему? Потому что вам нужно показать вход, у кого не получается, в эти порталы, короче говоря, вот так. Вот такие вот мысли меня посетили. Сломление воли у человека будет. И помните, слушайте, второй вариант. Помните, я о лодке говорила? Смотрите, карта, видите, лодка какая, челнок, да, вот это все. И еще, о чем я подумала. Так вот вам. О чем я подумала? Харон. Невозможность души переправиться, понимаете? Вот какое-то такое сумеречное, пограничное состояние разума. Вот что здесь еще.
Да, здесь сломление воли. Человек будет понимать это, что это за то, что он обращался, что он делал по чьим-то указкам. Вот ты пойди, сделай то-то, то-то на кладбище, да? Я тоже говорю своим клиентам, что необходимо сделать на кладбище. Но все же мы осознанные, ну не все, конечно, ну давайте скажем так, сознательные люди. И у каждого из нас все равно срабатывает внутренний триггер. Это раз. Но это если интуиция забита напрочь, этот триггер не поможет. Но просто подумайте головой, а что вам предлагают там делать? Просто из действий элементарных, да, просто проанализируйте. Но нет, здесь человек погнался, знаете зачем? Все будет так, как и я сказала. Я вершитель судеб, понимаете? Вот из этой области. За лучшей жизнью бежал, за защитами бежал, за помощью, когда надо и когда не надо бежал. Чистки, защиты, стяги. За этим бегал. А сам что делал? А сам обучался. Человек очень зависим от мнения окружающих людей. Ему очень важно, что о нем говорят, что знают. Ему очень важно держать марку в обществе. Чему-то обучался человек. У кого-то обучался. Все, дальше слишком много идет. Уже знаете... Иные энергии, которые настроены, углубляются в одного человека, короче говоря. Давайте я так скажу. Там человека на распутье будут ставить, будут наказывать, будут закрывать за все его деяния. И дело в том, что там еще очень большие проблемы с служителями закона. Кстати, это могут быть и врачи. Это могут быть любые инстанции, связанные с государством. Абсолютно любые, абсолютно все и одновременно, кстати. Заставят выбирать, заставят делать выбор. И причем, знаете, такой выбор, который делать не хотелось бы, а придется. Ну вот что-то как-то так. Здесь психологическое изничтожение личности. Но, понимаете, не для того, чтобы... Хотя для того, тут и темные, понимаете, здесь и светлые силы ведут по-своему, и темные. И не сказать, что на полное уничтожение, но здесь жестко, ребят. Здесь реально жестко. Вот ничего добавить я не могу. Давайте еще на H-Таро второй вариант я для вас посмотрю. Что ждет человека? Вот знаете, здесь вот очень медленно по второму варианту и физические болезни, да, и психологические, и социальные моменты вокруг этого персонажа. Вот как будто маленьким пинцетом специальным отрывают по куску от вас. Сразу кожу сдерут, скальп. Потом начнут ковырять по ранам, по крови, вырывать мясо. Потом начнут вырывать кости. Вы лишитесь, вы знаете, вот как будто вот растворяется в пространстве личность медленно, и она следит за своим уничтожением, понимаете? Это
изощренно. Изощренные пытки, знаете, вот так я хочу сказать. Но здесь через тьму к свету всегда так было, есть и будет. И никак иначе. И вот сколько этот человек там этой тьмы напризывал в свое пространство, это уж если вы хотите, просмотрите на ментале, задайтесь этим вопросом. Но опять же таки, просмотрите на ментале, вы ж лезьте только если вы подготовлены, иначе вся эта сушня на вас может перепрыгнуть. Поэтому, особенно если вы связаны по крови с этой личностью, там тоже будьте бдительны. А еще лучше послушайте вот это, посмотрите, что может, как может работать Вселенная и силы. И возьмите себе на заметку, что нужно передать своим детям, о том, какие могут бывать последствия. Так, идем дальше. Предложения будут закрываться какие-то у человека. Начинаний никаких не будет. Здесь дневное время суток, как будто люди... Этот человек хочет запрятаться, а люди его как обсуждают, клюют, понимаете? На него давит общественность, люди. Как будто осуждают в чем-то, понимаете? За его выбор, как будто что-то, вот какая-то тайна откроется за этого человека. Знаете, все грязное белье как будто выпотрошат наружу, да. 8 мечей, 5 мечей. Сама родовая система человека вводит в уроки. Род отступает, если хотите. По-своему учит. Запускается механизм. Механизм человек может также и побухивать. Здесь еще и уныние, и тоска, и скука. Короче, несколько смертных грехов одновременно. По поводу бухания, да. Будет еще пытаться кого-то приворотом, либо мужа своего, либо еще кого-то, какого-то мужчину, может своего сына там, да, или, ну, мужчину, короче, вернуть в свою жизнь. Человек остается в полнейших иллюзиях. Он живет иллюзиями, он живет, может это, кстати, быть, знаете, что постоянный прием каких-то обезболивающих средств ввиду, допустим, да, определенного состояния здоровья. Плюс дополнение, тут человек бухает на нычку от всех. Это скрытая алкоголичка. Женский алкоголизм не лечится, вы же знаете. Здесь приходится воевать за статус жены, за статус матери. Не как мать, не как жену, не как подругу, работника. Не знаю, ее просто не воспринимают. Все, схлопывается ресурс. Причем сразу со всех сторон. Будет еще что-то пытаться как отстоять. Может, кто-то захочет ее, допустим, да, на стационар положить. Пример. Это просто пример. Да. Она воспримет это, или, знаете, ну, в лечебницу в какую-то, она воспримет это как предательство со стороны своего рода. Мол, детки, я же в вас вложила всю свою жизнь. Ну, короче, вы поняли, да, какие манипуляции, родители этим пользуются. И сознательно, и бессознательно. Это вопросы с домом будут. Больница,
лёжка какая-то, закрытое помещение, очень тяжело будет. Принято это решение. И при этом человек будет все ожидать результата. Вот-вот сработает мой ритуал, вот-вот сработает. Знаете, как ополоумевших вот закрывают в больницу, пример такой, опять же, а он вот этой идеей, да. Но если не закроют, если еще хотя бы сможет ползать, будет делать, будет что-то, да, смотрите, Луна будет, вот пока может ползать или даже шевелить мизинцем, скотина будет что-то делать из магии. Захочет, чтобы к ней мужчина вернулся, если муж ушел. Если сын не приезжает, будет его ждать. В этих ожиданиях, видимо, и... Угу. Девочки, в этих ожиданиях человек может реально, ну, у него крыша сноса, крыша, ну, там вообще потеря личности, психологический скос конкретный. Здесь шизофрения, здесь скрытая, открытая, причем может быть, знаете как, и с драками может и кидаться на кого-то, и попытки суицида. Кони-люди. Знаете почему? Потому что ей в свое время нужно было сделать какой выбор. Она встретила мужчину в своей жизни. Мужчина оказался недостойным, потрахивал кого-то налево-направо, пока они там еще, знаете, выясняли, будут ли они мужем и женой. Тут она забеременела, вроде как бы нужно создавать семью, плюс это совдеп, вы сами знаете, как семьи создавались тогда. Сейчас, конечно, в общем, ладно, не буду эту тему поднимать, вы понимаете, о чем я. И, в общем, закрутилась, завертелась, потом пошло один урок, мужчина показал себя недостойно, второй, третий. И вместо того, чтобы отпустить его, не рожать ему детей, не спать с ним, а просто, ну, уйти в себя, я не знаю, в свои трансформации, делать саму себя, давайте я так скажу, она уцепилась за этого мужика. И держалась. И всю жизнь ей приходилось делать на него привороты. И как только она куда-то в сторону или задержалась, он уже засовывает кое-что в кое-кого другого, но не в нее. И в этих унижениях этот человек живет и думает, что он обладает уникальными способностями, что у него знатный род. У таких людей знатного рода не будет вот такого отношения к тебе. Ну, то есть, понимаете, человек даже не смекает. И вот на почве того, что вот эта вся махина несколько десятилетий, да, набирала обороты, а ну, барышня здесь в годах, она не молодеет. Обороты, ну, проценты капнули, давайте я вам так скажу. И если 30-35 лет назад она могла отдать этот кредит, допустим, за 500 золотых монет, к примеру я, да, не привязываемся сейчас к валюте, то теперь ей нужно отдать 5 миллиардов золотых монет. То есть, понимаете, когда такую сумму с нее спишут в энергетическом эквиваленте, это будет сродни жесточайшему обнулению. И у человека идет жесткое непринятие. Вот такое, знаете, сравнение, когда душу резко вырывают из тела, тело завершает свой
путь на этой планете, а душа зависает и не может осознать, что она должна идти дальше в иные трансформации. Но вот это все при живом теле в человеке происходит. Это реально трэш. Я вам скажу честно, это даже на ментале при просмотре этой всей ситуации у меня волосы дыбом становятся. Вот это реально тот момент, который некоторые не пожелали бы врагу. Но так как я не сентиментальная, коль на то есть разрешение определенных сил, видимо, вы и 5% из 100 не знаете, что этот человек делал на вас. Вас, может, ангелы охраняли, архангелы, род ваш, да, выводил вас, трансформировали вас своим путем. И вам казалось это тяжело. Но если, да нет, не если, когда придет момент, и вам откроется весь спектр тех услуг, которые эта женщина делала на вас, поверьте мне, на несколько дней ваша челюсть просто ускачет далеко за горизонт в закат. И вы потом еще несколько дней будете гнаться за ней, потом ловить и возвращать, и, естественно, к себе. То есть будьте к этому готовы. Волосы и у вас зашевелятся по всему телу. Как-то вот так по второму варианту, мать его, энергии, конечно. Вах! Как сказали бы мои знакомые из Грузии. Ладно, ребят, я тут вообще просто ушла по потоку. Я просто это все вижу и видела. Все, уже пора закрывать туда двери. В принципе, все, что надо было мне знать, я узнала. И знаете, что самое смешное и забавное? Ну да ладно. Не буду. Будем переходить к третьему варианту, ребят. Третий вариант. Третий вариант. Так, буквально 5 минут нужно мне, знаете, как прийти в себя после второго варианта. Вот так-то. Итак, ребят. Все идет по плану. Наши недоброжелатели идут ко дну. Третий вариант. По поводу третьего варианта и описания, которое я дала в начале видео. Сестра мужа. Не до мужа, да? Бывшего. Либо же нынешняя пассия, которая может быть в связке с таким персонажем, который описан во втором варианте. Первый вариант — это может быть и муженек. Не может быть, а вот по мужчине вот так вот. А это один из вариантов, если есть вот такие закольцовки и хитросплетения судьбы, давайте так скажем. И если заказывали каждого, вот это я, короче, спалилась, да? Если вы загадывали там просто какого-то практика, ну, короче, под себя, ребят, ситуацию подстраивайте. Заказывали. Вот мать же его. Гордыня. У человека много проблем из-за гордыни. В любви, в дружбе. Человек не знает, что такое честь. Искренность чувств. Он ищет, а найти нигде не может.
и из-за этого ожесточился в свое время. Здесь человек, который с самого рождения, даже дата его рождения может говорить о том, что в этом роду он рожден как громоотвод. Это человек с судьбой, который должен просто отрабатывать и отпахивать за грехи своих родителей, причем совершенных до его рождения, незадолго. Здесь люди с такой кармой, одна из, которые родились в год лошади. Человек ищет решение проблем своих, но не находит. Ему никто не предан. У человека очень большое эго, чувство величия, чувство того, что эта персона крайне знаменита. Человек думает, что познал определенные истины. На самом деле это заблуждение, в которое он вошел за счет тех темных сил, к которым обращался. И он не может сопоставить в своей голове на данном этапе жизни. Почему я делал все как положено, вроде бы мне посоветовали знающие люди, а в итоге у меня идет, извините, пиздорез в жизни. Вот идет мне это слово. Все. Конфликт везде, по всем фронтам в жизни наступает. Особенно по полнолуниям, прям знаете, как щелчок, и весь мир ополчается. Заговоры, заклинания не работают. Если бегать продолжает на кладбище, только накидывает на себя сущей. Знаете, вот с этого примерно всего когда-то начиналась жизнь во втором варианте у барышни. Начальная стадия, грубо говоря, да? Так, здесь я, а там вы. Эта женщина хочет все время быть под покровителем какого-то персонажа. Эта женщина недолюблена, не было отца. Даже если и был, он не соответствовал ее ожиданиям. Много обид на отца. Эти обиды переложились на ее мужа. Муж тоже, муж точно такой же недомужчина, как и ее отец, понимаете? И понеслась. А я проломлю это пространство за счет магических влияний. Я познала истины, я избранная. Ну, вы поняли, да? Человек хочет всем управлять, всем командовать. Хочет быть мужиком в юбке, но при этом, чтобы к ней относились как к женщине. Ну, такого дерьма не бывает. А если и бывает, то только если у тебя под боком офигенный альфонс, и то готов терпеть прям вот, ну, все унижения, которые ты только можешь себе позволить фантазии. И то не факт, что вытерпит. Вот серьезно. Тут такой момент... У подруженца и несостыковка идет. Зависимость от мужиков. Прям зависимость. А все из-за того, что сама не может реализоваться в этом мире и пространстве. Ой, не к тем богам обращалась, не к тем силам. Был период жизни, когда этот человек мог приобрести лучшее развитие своей судьбы. Но этот человек его просрал. Человек сам упирается в свои догмы, сам в себя, понимаете? Здесь противоречие с самим собой. Я не знаю, как это объяснить. Это вот как будто один человек, внутри две личности, они уперлись друг в друга лбами, и каждый никуда не уходит, не отступает, не уступает друг другу, понимаете? Получается, что борьба с самим собой, но уже идет как на раздвоение личности. На ментальном плане именно это и происходит. Возможно, на физике это еще не проявлено, хотя не факт. Скорее всего, что уже проявления начинаются с этой старой, это однозначно. То есть последствия вот этого расслоения личности, не раздвоения, нет, расслоения личности. На энергоплане именно вот это идет.
Здесь непринятие себя, своей жизни, понимаете? В голове картина, что я же вот такой избранный, я же, а почему же у меня же вот не так же, как я себе напредставлял, и ну, что же это, понимаете? Вот как-то и биоколотио, вот такие расклады у нас сегодня. Я же сказала, смотрите, расслоение, и видите, какая карта. Два змея, вот тело одно, и два змея друг на друга смотрят. Баланс, равновесие. Так, это я пока... Да вот так я сделаю. Здесь я уже все посмотрела, в принципе. Вот так, скорее всего, они лежали, судя по всему. Да. А без разницы, как они лежали, по сути. Девочки, здесь человек сам себе враг. Вот какое здесь изменение судьбы. Здесь человек сам себе враг. Я не буду говорить, какая возможность у этого персонажа была, какая сила была бы ему дана. Но человек не смог справиться с управлением, наделал много ошибок, и больше ему этот вариант развития судьбы недоступен. Все, двери закрыты. Не буду, знаете, почему говорить, потому что те деструктивщики тут и так о себе повозомнили, понимаете, кто посмотрит, вах, 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 что я умею, да, ничего ты не умеешь, уже все, ты мог бы уметь, но здесь прошедшее время, вот так-то. Человек как будто хочет прорыва для связи с родом, понять это бытие, этот мир, но при этом страшно боится. Знаете, почему боится? Потому что знает душа о том, что она наделала подлостей. И она прекрасно понимает, что прежде чем осуществится то, о чем ты думаешь, тебе нужно будет уплатить. Человек под зависимостями. Это кармические, да, здесь очень тяжелая карма у человека, по факту зачатия даже было у этой души, понимаете, и начинается, знаете, с чего? Начнется с того, что человек, по деньгам большой пробой будет, человек потеряет свои навыки. К примеру, он четко, ну, я не знаю, допустим, знает историю, к примеру, девочки. И вот в один прекрасный момент он приходит на лекции, допустим, да, и понимает, что он ни хрена не помнит. Вообще, вот вообще, от слова совсем, как будто все эти знания его просто кто-то вот так вот, знаете, выгреб и вынес, и внутри пусто. Вот здесь именно не дадут человеку заниматься любимым делом, не дадут находить отдушину в каких-то моментах, где человек не сможет радоваться. Все, вот это под запретом. Отрава, зависимости. Тоже обращался
услугами пользовался, причем неоднократно, тоже на системе. То есть зависит от, так сказать, того, что ему там надиктовывает, не знаю, как назвать этого человека, который предоставляет вот услуги, да, по магии данной персоне, либо предоставлял. Все время человек ездит, хочет, чтобы его враги пали, чтобы он об этом узнал. Вы это или не вы, не суть важно. Знаете почему? Потому что мне здесь идет, человек вращается, вот работа связана у него с большим количеством людей. Это не продавец в магазине, нет, не такой поток. Другого склада. Несколько просторное, но закрытое помещение. И есть люди, которые сменяют друг друга в нем, а есть постоянно, кто в этом находится. И часть людей пришла, ушла, может, как какие-то курсы, знаете, там на несколько месяцев. Вот, ну, что-то в этом роде. И еще, знаете, какой момент? Ассоциация со школой. Когда вот дети меняют, да, там приходят, уходят, а учителя, допустим, остаются. Вот это оно. Здесь человек мстит каждому с помощью магии, кто на него не так подумал, не так сказал, не так еще что-то там ему впоперек, понимаете, не по его произошло. На самом деле боится всех, улыбается и корчит из себя невинную овцу. Ссыкло редкое, помешанное на своей внешности, на своей гордыне. Ждет, что защиты на него будут одеты, на самом деле в жертвах сидит, и определенные сущие, ну, в гости к нему уже, как бы, так сказать, приходят. На кладбище на удачу себе делал, чтобы пути были открыты. А за счет чего? Кому-то мстил, каким-то лжецам, кто, видимо, там... Короче, человек решил, что с помощью магии он прям будет... Возможно, на кого-то один раз сработало, и его зациклило, что я вершитель судеб. Разочаровался в том, что это обереги от одного мастера, в кавычках, не сработали. И, ну, понимает, что на него сыпется отработка. Тут предательство, тут человек сам закрывается, причем тут подселенцы на нем. Они его и будут пытаться загнать в угол. Сердечная чакра в хлам за надменность этого персонажа. В семье будут проблемы. Здесь человек, понимаете, вот эта персона, она в себе не просто не разобралась, она не поняла еще даже, ну, какого фига она делает на этой планете. Она ничего не, вот от слова совсем не понимает. Вот вообще, а возомнила себя не пойми чем и кем, и еще и кого-то там учит. Если у этого человека есть дети, этих детей в пространстве этой дамы нет. Этих детей для нее по существу просто нет. Для галочки они должны быть, потому что тебя в обществе тогда загнобят. Скажут, что ты не такая. Но по факту детей нет. Воспитывать она их не может, не умеет, потому что она еще не поняла, кто она есть. И она даже не думает, знаете, как-то меняться в этом вопросе, потому что, ну я же звезда, ну ёпта. А если где не звезда, так я схожу, заплачу денежки, и все будет, я буду звезда. Да не будешь ты никем. Ты, по сути дела, здесь человек ноль. Подлости делал, причем не только вам. Здесь, знаете, вот реально, кто косо посмотрел, кто не таким тоном мне ответил, на тебе, сука, получи.
И я здесь великая могуйка. Хухуйка. Кукуйка. Почестей, славы хотел, чтобы люди его воспринимали, знаете, снизу вверх на нее смотрели. Вот за это будет приговорище. Причем, знаете, человеку уже и нищета приходила в гости. Причем и на операции попадал. И в больничке лежал, и укольчики колол. За свою эту жадность намеки были, но это вам не кино. Лицемерный человек, падла, извините, падла лицемерная, здесь прям силы плюются определенные, когда этот человек по храмам бегал, поклоны бил, мол, я такой святоша, а лицемерит перед высшими силами, понимаете, лицемерит за это по голове, однако распишись, получи, дружище, а ты как думал? А? Ты что думал-то, а? Мы что, не видим? Видим. Все знаем, мы в курсе. Захочет очиститься будет, не будет ничего получаться, исцелиться захочет. Опа! Тебе не исцеление в лоб. Здесь социум ополчится против этого персонажа. Прям знаете как, на интуитивном уровне, нутром люди. На рынок пошла элементарно, в маршрутку пошла, на работу. Просто вышла куда-то по улице пройтись. Найдется хоть один человек, который вызверится на нее. Причем из ничего. Знаете, она в пространстве появляется, у людей триггер разорвать. Как это будет сделано, неважно. Задеть, обидеть, оскорбить. Защиты на дары судьбы своей еще ставила. Думает, что она духовная. Угу. А высшие силы-то все видят, что грош цена твоей духовности сраной, милая. Пыталась защиты на детей поставить. Власть с помощью колдовства хотела получить. Возможно, наказывают через детей, начала отстреливаться, что, может, какие-то чувства хотя бы проснулись благодаря детям. Но не факт. Здесь человек все время думает об окружающих его людях. Что подумают, как я буду выглядеть, что обо мне скажут. Искушения еще свои ей предоставят, поманят конфеткой, мол, смотри, благополучие тебе светит. И она решится на это, примет решение. Решение чему-то обучаться, в магии, помощь себе будет искать. Привороты делала из любовной магии, отвороты, рассорки. Спектр услуг использован, высшие силы наблюдают, высший суд уже собрал консилиум и, собственно говоря, услышал просьбы всех тех людей, которые пострадали от магии вот этой барышни. Они как собирают из пространства информацию. Неупокоенные добрый день, в гостях, как у себя дома.
Вот серьезно. Если будет обращаться к своей родовой системе, из рода будут выходить только предатели. Не высоковибрационные души, которые при жизни занимались низкочастотными вещами. Обманывали, воровали, крали, убивали, насиловали, врали, причем постоянно, везде, всегда, иначе жить не могли. Вот только такие будут выходить, и вот эта девушка будет думать, вот моя новая жизнь, будет думать, что да, я еще больше получила знаний, власти. А новая жизнь что? Новая жизнь приведет к тому, что в определенный период своей судьбы эта дама сядет, схватится за голову, причем ногами, то есть своими пятками, в прямом смысле слова, и поймет, что она заключала договора далеко не с теми людьми, не с теми силами, не с теми людьми. И, ну, короче говоря, сами вы понимаете, да, что означает схватить себя за голову пятками, ребят. Так, собираю я вот это все. Колода веретника вот как-то на третий вариант прям вышла вся. Ну, значит, так надо было. Че уж там. Теперь H2, мне интересно посмотреть, что здесь скажут. Гордыня, страшная гордыня, вот это, знаете, павлиниха. Общипанная курица с красной задницей, носящаяся по пространству среди тех, кого она знает, и пытающаяся доказать, что она лучше всех, она умнее всех. Бабла хочется, а бабла нет. Мало того, что там в голове ничего нет, еще и куча и подселов, и на канале финансовом, и вообще на голове сидит определенная суща у человека. Тоже думает, я избранная, я из избранного рода. Угу. Люди даже не понимают некоторые, что из родовой системы за счет вашего выбора в этом мире, в этом воплощении, вы неизвестно кого вытянете из рода. И доподлинно, ну, не всем дают увидеть, какова структура вашего рода. И понимаете, есть родовые ветки, которые обречены на уничтожение. Изничтожение, мне идет слово больше. Изничтожить. А есть родовые ветки, где люди пахали столетиями. Каждая душа воплощалась и пахала как проклятая. Да, ну, в свое время начудили, сделали выводы и понеслась. Есть достопочтенные роды, рода, русский язык волшебный. Это знаете, какой род? Это те, которые умудрились не сильно подзасраться. То есть там и, ну, каста выше, давайте я так скажу. Но их мало, их на самом деле не так уж и много. И даже, поверьте мне, такая ветка рода, это с нашей стороны это плюс, но по факту последние 5000 лет, как минимум, даже и больше, на эту планету Земля воплощаются самые падшие души, которые так и не смогли вырваться в более благоприятные моменты для этой планеты из
сансары перерождений. То есть, ну, чудили прилично. Поэтому не нужно думать, что вы из великого рода. Если вы рождены под определенными, там, знаете, моментами, то я вам хочу сказать, может, род и великий, но у вас жесткие проработки, если вы буквально другой может, ну, к примеру, хоть каждый день срать соседу под дверь. Вы просто где-то запнулись, заикнулись, спотыкнулись, и у вас включается такая родовуха, ох, и род как будто сидел, ждал. Вот проебешь момент в этом воплощении или нет? О, проебал, валим на него все наши грехи, давай, вперед, работай. Понимаете? Это все от того... Вот знаете, первоисток, проблема вся в бабах на самом деле. Именно в бабах. Женщиной нужно уметь быть, этому нужно учиться. И как бы меня сейчас феминистки не пытались заклевать, но это факт. Знаете, что говорили великие правители и полководцы? Хочешь уничтожить страну? Растли их, женщин. В свое время с этого и началось. Те, кто увлекались историей, кто умеет сопоставлять, те прекрасно, ну, вы понимаете, о чем я. И вот, когда женщины доходят до определенного уровня деградации, теряют сознание, истинное знание, теряется энергия, теряется сила женская. Когда это происходит, мы не задумываемся, вообще никто и большинство даже не знает о том, что женщина за несколько лет до рождения своего ребенка должна проецировать во Вселенную качество той души, которую она хочет привести в это воплощение, в этом воплощении, в эту жизнь. Женщины зачастую этого не делают, и получается, что притягиваются некачественные души. Даже я бы сказала, вот не сколько некачественные, сколько вот реально с отягощенными кармическими вот этими моментами. Они тоже нужны. Они должны проработать свои уроки. Но я вам хочу сказать, что основной выбор делаем мы здесь, в физическом мире. Вообще, короче, да, сегодня расклад такой, блядь, меня понесло, короче. Так, продолжим по третьему варианту. Что тут? Вот, короче, вот эта персонажиха, это когда не хотели и не думали, и аборт вообще планировали сделать, к примеру. И плюс там по дате рождения, по году рождения, короче, все звезды вот так сошлись. И, смотрите, такие дети тоже просто так не появятся у вас, если вы не накуролесили, ребята. И это тоже факт. Это факт. Ничего не бывает просто так. Что по четвертому варианту? Прибухивать, кстати, персонаж очень может даже, да. Хочет справедливости, в какие-то знания, в эзотерику влазит. Но ее туда толкают темные силы. Даже не темные, ребят, не хорошие силы. Там вот за счет качества этой души, там прям из недр, такие, знаете, вот отменно темные, такие родовые темные приходят к ней. Нельзя было этому человеку оступаться в этом воплощении, нельзя, нужно было задумываться, кто я, откуда я, для чего я в этом мире. Нумерология, астрология, твою мать, да что угодно. Нет, я с помощью магии сделаю все, что захочу. И каждый будет делать только то, что я хочу. Ну-ну. Сри в одну руку, мечтай в другую, посмотри, какая из них быстрее наполнится. По справедливости денежку, говорит, хочу. Любви хочу.
А рот не отвечает. Рот не отвечает, а оно лезет, лезет куда-то там. Тут еще через внешний мир, через партнеров человеку... Здесь полное разрушение будет даже возможности ухватить хоть немного один из благостных сюжетов развития жизни и судьбы. В знания человек полезет, но я вам хочу сказать, и тяжело они даваться будут, и последствия на нынешний момент уже нехорошо, да? Человек просто будет усугублять. Ой, девочки, будет в магии еще долго копырсаться, ковыряться, и денег через магию хочу, и влияние на людей хочу, и это все по справедливости хочу, и я тут великий могу, и головка от блока цилиндра, ребят. И защиты у меня большие, и все у меня есть. И сила при мне, и, мать твою, 9 мечей. То есть сидят вот такие сущаки, не одна. И здесь, понимаете, здесь запитка через 7-ю чакру. То есть если пропустить энергетический поток, он, по идее, должен сбивать таких персонажей. Значит, перекрыта 7-я чакра, и через нее, прям, знаете, в эту воронку, где поток должен быть света в человека, да, проходить, вот эти сущи такие, знаете. Вот, фильм «Матрица», последняя часть, помните, когда много вот этих вот спрутов ворвались, короче, купол пробили и вылезли. Вот примерно такая же фигня с головой вашей этой подруженцы будет. Ну и я не думаю, что у нее в арсенале есть такой замечательный товарищ, как Нео, да, который порешает все проблемы. Нет, такого не будет. Тут человек должен сам был бы. Здесь реально колоссальные возможности могли бы быть. Могли бы быть. Возможно, не так легко, как другим бы давалось, но то, что давалось бы, было бы, знаете, таким, как алмаз среди обычных камней. Но что уж об этом говорить, да? Что уж об этом говорить? Всегда мне, конечно, вот эти моменты неприятно видеть. Но знаете, еще такой, это лично моя черта такая характера. Не знаю, любознательность, что ли, да? Или, да хрен его знает, что. Мне всегда было интересно, что там дальше, выше. И вообще, как бы... И даже если мне говорили, что вот эта вот любознательность, она меня просто распирала. Много факторов реально сошлось, чтобы я стала тем, кем я стала. За это я благодарна Всевышнему, Вселенной, своим родителям. И той жизни, которая у меня сложилась. Поверьте, как я люблю говорить, меня еще гладили по голове. Я это понимаю. Хотя я проходила, да, свои уроки трансформации, где я была недовольна жизнью и не ценила ее. И... Да всякое было. Но знаете, я всегда боялась больше всего. Ну, это одна из вещей, которые я боялась. Я боялась проебать возможности.
Вот серьезно. Даже если страшно, даже если еще какая-то фигня, я лучше буду жалеть о том, что я сделала и попробовала, чем я потом вот так сяду и надо было попробовать, может быть, моя жизнь изменилась. Так вот, каждый раз, когда я на это шла, на этот шаг, да, моя жизнь менялась. И только благодаря этим изменениям я стала тем, кем я стала. Точно так же и в жизни каждого из вас, особенно у тех, кто на моем канале. Я в этом убеждена. Притягиваются однозначно схожие души. Да, не все, я не спорю, но в основной, да, давайте скажем так, массе. Девочки, здесь вы победили всех и вся, все ситуации, всех людей, которые были в вашей жизни в прошлом. В прошлом можете считать все то, что было до 21 марта 2021 года. Так что на этом моменте я бы запустила в пространство салют на этой фразе. Если у вас есть такая возможность, помашите хотя бы бенгальским огнем с балкона или на улице, если у вас свой дом. Ну, короче, вы меня поняли, да? Не суть важно. Отпразднуйте это. Отпразднуйте, что вы... Ребят, кого-то из вас определенные силы на погосте ожидают. С каким-то ритуалом. Силы по 15-му аркану. Но там что-то как-то так. Почистят вас, кстати, на новый уровень. Вам тут кто-то перекрывал поток знаний от Вселенной. Связь с родом сюда входит, да. Ладно, дальше не смотрю. Короче, вас ждут, ребят, вас ждут. Вот что я вам хочу сказать. О, как! Понятно? Такой нежданчик тут выстрелил под конец расклада. Вообще чисто здрасте, знаете, такие ворвались в пространство. Вот это добавка. Вот, так что, ребят, не помню я там о чем вещала. Прервалась, но, знаете, дело такое. Поток, это поток. Все остальное потом. Я вас сердечно прошу оставлять комментарии по поводу сегодняшнего расклада, потому что энергии реально... Тут предки рода вам помогут отомстить. Если дословно читать карты, ну а там уже детали, нюансы. В общем, предки рода вам помогут. Так что да, пишите свои, пожалуйста, комментарии. Расклад действительно интересный и необычный для меня. Почему? Потому что я увидела, насколько шире стал мой поток определенный. Один из. И как бы там ни было, все равно, ну, эмпата я в себе не забила. И от некоторых вещей, да, нисколько страшно, но смотришь на это все, да, ну, считываешь информацию и... Нет, мне не жаль этих людей, я уже прошла эти все трансформации. Мне не жаль, мне не страшно задуматься, ну, это само собой разумеющееся, есть о чем задуматься, да, видя вот такое в пространстве. Какое-то такое чувство горечи, знаете. И
чем оно обусловлено, я даже не знаю. Тем, что люди не воспользовались, ну, это жизнь этих людей, мне вообще до нее дела нет. Вот не знаю, какое это такое состояние. Ребят, кто попал на мой канал и кто практики уже повыше меня, если вы в курсе, что это со мной такое, черкните, будьте так любезны. Я вам буду признательна. Может, я быстрее что-то... Ну, намекните хотя бы. Я смекну побыстрее и попустят, да, как говорится. То есть я ковыряю до тех пор, пока не выясню первопричину. Тогда я успокаиваюсь, короче говоря. По тем картам, которые выпали, если кто рассмотрел, здесь информацион идет по вашим работам на кладбище, которые вы запланировали. Не буду ничего озвучивать, будет такой некоторый lesson, да? Уровень английского у меня Анастасия Ивлеева, и если кто в курсе этого всего, вы в курсе, что я имею в виду, поэтому не обессудьте. Но вот такое вот задание. По этому заданию, если я вообще не забуду, о чем этот расклад, их много, и бывает, вы пишете комментарии, да, а я такая, ну, наверное, да. Ну, короче, я не помню все расклады, ребят. Если, ну, по поводу расклада, да, именно этого, там, время пройдет какое-то, и вы будете мне писать, пожалуйста, тайм-код и ссылку на ролик, я хотя бы, ну, чтобы я понимала, о чем речь вообще у вас там идет, да. Так, на сегодня я завершаю вот это все. Фу. Мира и добра вам, ребят. Здесь власть в ваших руках, полная власть. И даже та, которую вы в свое время, еще даже год назад помыслить не могли и представить даже не могли, если честно. Все, ладненько, ребятки. На сегодня я больше вас не мучаю своими разглагольствованиями. Всем пока-пока.